Так, переходим мы ко второму аркану. Это первый аркан в нумерации, да? Маг. Напоминаю, что это колода Таро Тота, да? Мы будем рассматривать колоду Тота и колоду Табула Муди. Думаю, на всякий случай напоминаю, вы это знаете. Так, я, значит, по этому аркану из книги Алистера Кроули «Книга Тота» отметила здесь несколько моментов, о которых я вам зачитаю. Значит, он пишет: данная карта представляет мудрость, волю, слово, логос, посредством которого были сотворены миры. То есть первое понимание, да, это слово, это логос. Мы сказали уже, что шут – это тишина, да, это то, из чего великое ничто. Великое ничто не в контексте нуля, да, пустоты, а наоборот в контексте огромного потенциала, из которого может появиться абсолютно все. Вот второй аркан, да, то есть аркан мага, первый аркан, второй, так как мы его рассматриваем по порядку, это как раз-таки слово. Я сказала, что если в шуте у нас появился алфавит, то в аркане мага у нас появляется уже письменность. То есть помимо самого слова у нас появляется еще и письменность. Дальше он пишет, что это мужское соответствие верховной жрицы. Опять же таки, маг – это также дуальный аркан, дуальный в контексте того, что полного разделения нет, и он в себя вмещает противоположности. То есть эти противоположности пока еще едины, так же, как и у шута. Меркурий обозначает, ну то есть здесь изображен Гермес, да, либо иначе Меркурий, в зависимости от того, это римское название, либо греческое название, обозначает действие во всех его формах и фазах без исключения. Также он пишет о том, что Меркурия понять невозможно, ибо он бессознательная воля. Поэтому он и располагается на древо жизни, ой, прошу прощения, между кетер и биной, да, понимание. То есть если у шута мы получаем мудрость, сила во всем есть, да, то есть в силе есть некая мудрость, то у мага есть понимание. Так. Что еще здесь мы можем вычленить из этого аркана, из книги? То есть представленный здесь вариант этой карты разработан на основе, то, что я говорила во вступлении, да, разработан на основе греко-египетской традиции, ибо в ходе взаимодействия греческой и египетской философских систем идея этого аркана была развита не в пример глубже, чем в любой другой традиции во все времена. То есть еще одно подтверждение того, что мифология Кроули изучалась, причем не только Кроули, а всеми участниками Ордена Золотой Зоры, членами, не участниками, членами. Так, есть здесь очень интересный момент, я, правда, его искала в аркане, я не нашла, где он говорит о том, что главная примета Тота, египетского Меркурия, это голова Ибиса. Вот я искала здесь эту голову Ибиса, я могу предположить, что в данном случае это вот это, вот, но опять же таки я не совсем уверена, поэтому говорить не буду, но я знаю, что здесь Ибис существует как Ибис, это была птица, которая соответствовала Гермесу Трисмегесту. Кто-то говорил, что Гермес на самом деле существовал, это был мудрец, кто-то говорил, что Гермес Трисмегест, то есть трехликий, если переводить на русский язык, то это, в принципе, божество. Но в любом случае, я не помню, уже в каком-то из своих роликов был текст, который я переводила как раз из греческого на русский, потому что на русском он звучал как-то не совсем понятно. Боже, что же это было? По-моему, это был текст про тоже какой-то древнегреческий, по-моему, это был Платон.
где упоминалось про Гермеса Трисмегиста, о том, что он был богом, который создал много разных научных дисциплин, то есть астрологию, астрономию, создал письменность и так далее, и так далее. То есть и как раз-таки он в каких-то моментах пишется, что он представляется в виде Анубиса, в виде птицы, а в каких-то моментах у нас идет понимание того, что он сам, да, то есть с одной стороны Анубис — это птица, как это сказать, я просто не могу подобрать правильные слова, да, как некий, так скажем, тотем, да, священное животное Гермеса Трисмегиста, а в каких-то моментах говорится о том, что сама птица является богом, да, Гермесом Трисмегистом. Но что здесь хочется подчеркнуть, про это я расскажу чуть позже, что хочется подчеркнуть, что ибис символизирует сосредоточение, то есть когда-то полагали, что эта птица постоянно стоит без движения на одной ноге. И совершенно очевидно, что это символ созерцательного духа. И поэтому он изображен как концентрация, да, то есть стоять на одной ноге долгое время, ну, достаточно сложно, чтобы не потерять равновесие, да, нужна сосредоточенность. Что еще здесь написано как фрагмент, да? В данной своей форме тот держит в руке фениксоглазый жезл, символизирующий воскресение посредством деторождения. Я не знаю, на этом аркане, либо на каком-то другом, то есть, может быть, есть какой-то альтернативный аркан мага. В левой руке у него анх, изображенный как ремень сандалии, то есть как средство передвижения по мирам. Ну вот, скорее всего, да, сандали, вот здесь вот я могу это предположить, да, что это есть сандали, как средство, ну здесь написано, что в руке держит. Но вот как анх можно было бы сказать, что это вот это, да, как крылатое или яйцо, либо как крылатый анх, как средство передвижения по мирам, способность, которая есть как отличительный признак божества. В другой своей форме тот представлен прежде всего как мудрость и слово. И в правой руке, вот это скорее всего вот про этого, потому что мне кажется такое ощущение, что есть какой-то еще один аркан, в котором вот было описано то, что я сказала ранее. В другой своей руке, в другой своей форме тот представлен прежде всего как мудрость и слово. То есть в правой руке он держит стело. Кстати, стело по-гречески означает ручка. Оно еще, допустим, по-английски, если я не ошибаюсь, стайлус, да, это называется, вот на iPad'ах рисует, да, стайлус. В принципе, ну, синоним греческому слову стело, да, ручка, то есть то, чем мы пишем. Но здесь, мне кажется, здесь изображена стрела, а не стело, но мы посмотрим, да, а вот здесь вот свиток. И у нас получается, что в правой руке он держит стело, а в левой папирус. Не знаю, насколько он держит, но он здесь изображен. И получается, что Гермес, вестник богов, он передает их волю иероглифами, понятными только посвященным, и записывает их деяния. Однако уже в древнейшие времена было замечено, что употребление речи или письма влечет за собой в лучшем случае двусмысленность, а в худшем ложь. Вот эту вот фразу, когда ты читаешь, опять же таки, да, то, что я говорила в самом начале, книга сама по себе, она написана несложно, но, есть огромное но, если у тебя нету базы определенных знаний до этого, то вот такие вот моменты, они не совсем тебе будут понятны. И вот этот вот момент я поясню, еще раз зачитаю это предложение, так как оно сформулировано, и оно будет не совсем понятно, если ты, как говорится, не в теме. Что здесь говорится, где это? В древние времена
было замечено, что употребление речи или письма влечет за собой в лучшем случае двусмысленность, а в худшем ложь. И вот человек может задаться вопросом, а почему, да, то есть почему письменность это ложь. Поэтому то-то стали изображать сопровождение обезьяны кинокефала. Опять же таки, да, с собачьего, с греческого языка. Кинокефалос, кефали это голова, а кинос это получается в виде, боже мой, в виде собаки. И есть боги, да, причем, если я не ошибаюсь, как же его звали, есть и в этом, как и в христианстве, есть бог, который изображен с головой собачьей, кинокефалос. Ай, боже мой, сейчас не святой, Нахи, боже мой, как его фамилия, как его звали-то? Он, короче, отвечает за передвижение, за дороги, да, ну, помогает путешественникам. По-моему, Хрисостомус, либо вот как-то что-то на Х называется, не помню сейчас. Вот, и это самое такое интересное, что именно в христианстве изображено с собачьей головой. Причем, кстати, русское слово, да, опять же таки русское в кавычках, да, кинолог, то есть тот, который понимает собак, дрессирует собак, имеет тот же корень, да, логос, то есть тот, который рассказывает о собаках, кинолог. Вот, в общем, здесь изображен он собачьей головой где-то. Сопровождение обезьяны кинокефала, то есть это обезьяна, но у него вот как будто бы собачьей головой. Дело которой искажать слово божества, высмеивать, подделывать и обманывать. А в философском понимании термина это можно выразить так. Проявленность предполагает иллюзию. Вот это вот выражение мне очень понравилось, да, проявленность предполагает иллюзию. Так, в принципе, 2 страницы. Сейчас я вам даже покажу, чтобы вы... Сейчас. Я люблю все время, знаете, доказательства. Не то, что мне люди не верят. Ну, я просто люблю, чтобы это не быть голословной. Так, вот значит, во-первых, книжка, да, я вам ее показывала. На заднем плане, да, вот начинается маг, вот одна страница, то, что вот я вам зачитала, желтым выделено, и вторая, вот я перевернула, то, что я вам зачитала, желтым, и все, а на 3-й страничке у нас уже начинается вот так, Верховная Жрица. То есть, чтобы вы понимали, насколько здесь очень мало информации, но попробую все разъяснить, попробую все объяснить. Упал мой товарищ маг. Так, подвинем и будем изъясняться. Нет, хорошо был зум, да, вот так. Значит, что мы видим? Ну, во-первых, да, мы сказали, уже поняли, что маг – это слово. Находится он на пути, да, от Кетер, да, вот здесь вот опять же таки летающее солнце, да, как символ опять солнце, Кетер, корона. Отсюда, да, и у нас идет в левую сторону к бине. То есть бина – это понимание, это форма, это то, что создается. Здесь, получается, свет принимает некую такую форму, когда мы получаем какую-то форму. То есть почему говорится слово? То есть до тех пор, пока мы не знаем какого-то имени, да, то есть, например, опять-таки имя не в контексте человека, в контексте понимания вещей. То есть до тех пор, пока я не назову вот этот предмет ручкой, я не буду понимать, что это ручка. То есть обозначение предметов, вещей, да всего в этом мире, оно дается для понимания. Да? То есть под каждый предмет, причем в Древней Греции была такая профессия, когда люди давали названия предметам. Да? Был такой человек, который не просто, что ему в голову пришло, да, и он так называет, а как раз исходя из функциональности предмета были придуманы название этим предметом, используя
как раз таки правильный, верно греческий алфавит, потому что каждая буква несет свою определенную энергию в греческом алфавите. То есть, например, если это дельта, ну, то есть русская «д», она будет нести силу в себе. Если это буква «ро», да, то она несет в себе некое такое движение, да, вот мы говорим «река». Да, то есть и слова начинались, допустим, на эту букву, они уже в себе закладывали некое такое движение. Вот. И, ну, сейчас не про это, но в контексте этого аркана, да, про мага, поскольку речь идет о словах. Так вот, маг, иногда называют его фокусником, да, он олицетворяет как раз-таки слово. И при помощи слова было все рождено, то есть называя своими именами вещи, да, мы обретаем, придаем форму. То есть до этого у нас по шуту была просто энергия бесформенная, да, поэтому мы и говорили о том, что движение по аркану шута, оно непредсказуемое, оно непонятное, нету какой-то конкретной цели, то есть человек просто двигается вот в никуда, в доверие, да, и именно поэтому, когда выпадает аркан шута на отношения, мы говорим о том, что, ну, человек незрелый, не готовый, не в контексте того, что он не дорос, а в контексте того, что у него нету такой задачи, да, у него задача просто передвижение, то есть нету какой-то конкретной цели создать отношения, ему нравится просто общение, просто взаимоотношения, да, по шуту мы выходим за рамки своего сознания через видоизмененное состояние, либо расширение своих границ, да, видения. Вот. Ну, это уже интерпретация, использование ключевых слов. Нам же важна символика. Так вот, мага, да, что мы видим? Ну, во-первых, да, я уже сказала, кетер. Здесь мы видим стрелу и папирус. Ну, опять же таки, да, благодаря нашей лупе, сейчас мы это все рассмотрим. Думаю, вот так вот вам виднее. Вот так очень хорошо, да, видно, что стрела, и с другой стороны у нас вот этот вот свиток, вот прям луч упал на него, видно, да? То есть на стайлус, либо на стело вряд ли похоже, в большей степени похоже на стрелу. Что же означает стрела? Это направленная воля мага. То есть что такое маг в данном случае? Это свет, луч света, это как, знаете, как лазер. Ну, либо, как правильно-то, лазер, да, то есть концентрация света, направленная на что-то. В данном случае это свет, направленный на бину, на обретение какой-то формы, да, чтобы это получилось, обрела форму. И в самом начале я вам читала, да, в книге то-то, да, что магу соответствует ключевое слово воля, то есть это направленная воля, в том числе и стрела. Опять же таки, да, кто у нас в мифологии хорошо стрелял, как это правильно сказать, да, лучники. Это, как правило, ну, два известных божества, да, это Артемида и Аполлон. И та, и другая, да, брат и сестра, которые являлись лучниками. Ну, вот в данном случае Аполлон, да, это свет, который вот направлен на сконцентрированная, направленная воля на что-то. И поэтому здесь мы говорим уже о разумности, да, если, то есть это противоположная стратегия шуту, маг. Это мудрость, это ловкость, это гибкость, это разум, воля, слово, продуманность, да, и поэтому маг, он всегда идет по плану. Если шут у нас идет непредсказуемый, то маг, он всегда у нас идет по разумности, да, согласно продуманной какой-то модели поведения. Исходя из этого мы его и называем как раз-таки стратег. То есть он достигает цель по плану, начал думать и получил, а в отличие от шута, у которого это случилось случайно, да. Что еще? Но при этом здесь мы пока еще видим единение. Да, то есть есть противоположность, но она единая. То есть здесь нету еще разделения как такового, нету условностей. Мы видим оранжевый цвет. Оранжевый цвет, ну, здесь изображен желтый, но в принципе это оранжевый цвет.
Оранжевый – это отсылка к сфере Ход, это 8-я сфера на древе жизни, которой соответствует планета Меркурий. А здесь у нас изображен сам Меркурий. Вот иногда, да, бывают такие путаницы. Бывает такая путаница. Здесь мы, значит, видим внизу, да, это буква Бет, что переводится с иврита как дом. Вот. А здесь знак Меркурия. Смотрим. Видно? О, видно? Видно. Так. Что еще мы видим, да, помимо оранжевого цвета, оранжевого, желтого, да, мы видим вот эти вот упорядоченные линии. Вообще, там, где вот в колоде у Тота, если есть вот такие вот четкие, ясные, прочерченные линии, это показатель, да, структурности, упорядоченности, то есть это работа ума. Если они какие-то вот зигзагообразные, хаотичные, да, то это вот, в принципе, отсутствие разумности. Что здесь есть еще? Так, смотрим. Ну, про стрелу мы сказали, про символ вот этот вот, ну, папирусу свитка тоже сказали. Позиция рук здесь, значит, правая рука – это всегда рука дающая. Она идет наверх, правая так, как он стоит, не так, как мы его видим, да, а левая вниз – это дающий. То есть, по сути, он берет от света энергию, да, от высшей материи и пропускает ее вниз. Поэтому здесь вот эта вот фраза «все, что наверху, то и внизу, все, что снаружи, то и внутри». Дальше что мы видим? Мы видим вот эти вот символы. Здесь, значит, жезл, пентакли, так, меч, кубок, сандали. Ну, сандали, да, то есть как крылья, да, то есть сандали и крылья излучает. И нам сказали, что это как путешествие по мирам. Вот, и здесь изображена обезьяна. Вот. Видите, да? То есть, в принципе, так как посмотреть, опять же таки, мы видим вон завесу сверху, да, если так посмотреть, то, ну, то, что, в принципе, бывает в традициях. Если честно, я вам уже сказала, что вот это вот, если кинокефалос как-то на собаку, если вот это взять как отсылка к Анубису, если честно, я не знаю, но вот если взять вот это, мне напоминает крылатое яйцо. В книге нету описания этого символа, но если предположить, что яйцо – это начало, а крылатое – это вот как рождение чего-то нового, да, то есть яйцо оттуда, откуда происходит все, то есть все вылупляется из яйца начала, то, ну, здесь в таком порядке можно интерпретировать как рождение. Вот этот жезл, да, ну, скорее всего, он с Анубис, потому что он очень похож, там вот как собака нарисована. Вам виднее, вы мне скажете. Да, это Анубис, это птица, о которой говорится. Вот сейчас я увидела. Да, это Анубис. Сосредоточенность, да, то есть, ну, в принципе, смысл тот же самый, конкретная сосредоточенная воля, направленная на достижение чего-то. Вот так, если посмотреть, то, ну, не знаю, мне не хватает, например, информации, да, о том, что здесь, ну, говорится, например, по этим символам, да, 4 стихии, понятно, вот, а если мы посмотрим немножечко глубже и копнем глубже, и копнем в мифологию, в пояснение, кто же такой был Гермес. Во-первых, он был самым молодым. Ну, я все рассказывать не буду. На всякий случай напоминаю, что у меня есть платный урок как раз-таки по мифологии, да, Гермес в Аркане Мага, где я полностью объясняю. Вот там как раз-таки есть тот момент, когда, ну, мы, если помним миф, там, значит, в первые дни своего существования, во-первых, он был очень активный,
Гермес, да, как ребенок, он был очень подвижный. И здесь идет, если мы говорим о ключах в контексте мифологии, то сам Гермес идет отсылка к нашему мышлению. Поскольку все рождается из кетер, то есть все рождается из общего такого сознания, вселенского сознания, то в данном случае это разум, это наши, ну, можно в некоторой степени сказать, наши мысли. То есть это импульсы энергетические, да, которые есть у нас в голове. И если я говорила по шуту, что шут – это первые звуки, которые мы издаем, и как следствие появления алфавита, то здесь уже появилось слово. И как раз-таки Гермес, он был очень подвижный. И в первые свои дни, если вы помните миф, да, он украл у своего брата Аполлона, и это тоже не случайно украл его быков. Вот как раз-таки в своем уроке я рассказываю, что быки – это священные, да, быки Аполлона, на которых никто никогда не мог посягаться, это в принципе и есть слова, это есть логос, о котором здесь идет речь. Поэтому не случайно, да, Кроули говорит о том, что Гермес – это ассоциация как раз-таки с логосом. Вот. Ну, сейчас я не буду рассказывать, как говорится, все, что уже было сказано. Кто хочет, может приобрести этот урок, да, и там вот я подробно про это рассказываю. Что означает именно воровство этих быков, почему именно такое количество, хитрость непосредственно самого Меркурия, как он смог увести это стадо, чтобы его не нашли, что он придумывал, да, как он это сделал, и, если честно, то усложнил свою жизнь, да, не свою, а жизнь Аполлона, но в конечном итоге быки были найдены. Опять же таки, обмен, который произошел между братьями, да, что получил один, ну в данном случае Гермес получает жезл, да, который он обменял на быков Аполлона. То есть отдал ему его же быков, да, а Аполлон подарил ему жезл. И это жезл, это как раз-таки вот отсылка к целенаправленной воле. Вот. И если мы помним, да, кадуцей, то кадуцей – это как раз-таки символика, опять же таки, есть такое поверье, что он шел по лесу и увидел двух змей, ругающихся между собой, дерущихся, и вонзил, да, так скажем, между ними, как символ перемирия, да, свой вот этот жезл, подаренный Аполлоном, и обе змеи обвились вокруг него, поднимаясь наверх, да, и им настолько понравилось, что они остались на этом жезле. Опять же таки, это метафора, жезл – это начало, это мы уже сказали, да, это воля, это свет, это луч света, который преломляется, и в дальнейшем появляется радуга на 7 цветов. Также я уже говорила, что это две ленты ДНК, которые пересекаются, то есть, опять же таки, тоже интересный такой момент, ровно столько, сколько хромосом в ДНК человека, столько и букв греческого алфавита. То есть вот на самом деле все настолько взаимосвязано между собой. Вот когда ты начинаешь это изучать, становится очень-очень интересным. Далее, было там в книжке, да, я вам зачитала эту фразу, которую я сказала, что не совсем было понятно, что же это там за фраза, где говорилось о том, что поэтому то-то стали изображать в сопровождении обезьяны кинокефала. Почему? Потому что считалось, в древние времена было замечено, что употребление речи или письма влечет за собой в лучшем случае двусмысленности, в худшем ложь. Я говорила в каком-то из роликов, вот не помню, по-моему, какой-то это текст Платона был, где я переводила, и речь шла о том, что в Древнем Египте, значит, Гермес, Трисмегист, да, то есть именно бог тот в египетском наименовании, нашел
открыл, да, как правильно, да, про науку мы говорим, открыл как раз-таки астрологию, астрономию, письменность, по-моему, геометрию, если я не ошибаюсь. И вот в какой-то момент со своими открытиями он пошел к правящему все тогда царю той местности, стал рассказывать про каждую науку, пользу от нее. И вот когда речь дошла до письменности, да, ясное дело, восхваляя, он говорил царю, насколько это будет полезно. Почему? Потому что тогда люди научатся читать и писать, и, возможно, передавать знания, вот, и они станут еще мудрее, и это будет во благо. На что царь сказал, что да, ты прекрасен в том, что ты создаешь свои учения, но позволь мне оценивать, что будет хорошо, а что будет плохо. Потому что мы помним, что в данном случае маг – это дуальность, но она единая, то есть здесь еще нету познания добра и зла, да, белого и черного. Что, конечно же, Гермес Трисмегист был удивлен и говорит, а что плохого вот в письменности? И тогда вот этот царь, я уже не помню имена, сказал ему о том, что сейчас на данном этапе, да, мы передаем информацию из уст в уста, через пояснения, через диалоги, причем именно избранным людям. Когда это все будет написано, то информация будет искажена в контексте того, что каждый, кто пишет, каждый, кто пересказывает, каждый, кто говорит, будет вкладывать свои смыслы. И в принципе, вот в таком понимании идет искажение информации. То есть одно дело, когда ты информацию, она нигде не записана, ты ее добавляешь, добываешь самостоятельно, что-то изучаешь, либо что-то тебе передается по памяти, то есть как следствие ты используешь мыслительные процессы. То есть если это нигде не написано, тебе нужно самому это найти, это нужно понять. Здесь как раз-таки используется вот это вот созерцание, здесь используется медитация, внутренний, возможно, диалог с самим собой, прокачивание третьего глаза, да, аджны, чакры, то есть умение делать выводы, да, умение собирать информацию, складывать ее воедино. То есть задействованы другие процессы, нежели ты берешь готовую книгу и читаешь. Но то, что ты читаешь, это готовая информация, чья-то информация. И это не есть истина, это есть правда, но в правде есть субъективность, но это не есть истина. А истину человек познает самостоятельно от первоисточника. А когда это все написано, то тогда не возникает, знаете как, желание, да, докопаться до этой истины, докопаться до первоисточника, да, то есть прийти к этой связи с богами, чтобы получить ее от первоисточника. Вот в таком контексте здесь речь идет о том, что в древности считалось, что письменность, она в принципе вредит, потому что, с одной стороны, у человека портится память, да, и мы это все хорошо видим, и я в том числе, то есть одно дело, когда раньше мы помнили номера телефонов наизусть, номера машин, а сейчас у нас все в гаджетах. Вот, и не дай бог потеряется твой телефон и забыты все контакты, как говорится, даже домой не сможешь позвонить, да, потому что, ну, все записано, и мы не используем свою память, то есть мы не утруждаем себя. И вот в этом контексте речь шла о том, что, с одной стороны, информация искажается, а с другой стороны, люди становятся глупее. И вот этот вот текст, вот то, что я вам сейчас говорю, он заложен, я не помню, где-то это у Платона было, по-моему, это, как это, пир, да, это был пир, по-моему, Платона, да, симбосио. Я не знаю, как по-русски, по-моему, это пир, да, вот, но по-гречески это называется симбосио. Вот там как раз-таки идет речь Платона, миф используется этот, вот, то, о чем я сказала, поэтому здесь как раз-таки Кроули упоминает это, но, как видите, он не дает разъяснения, и, в принципе, мы помним, да, что он так же, как и Уэйд, давал клятву о неразглашении информации, но при этом нарушил ее. Опять же таки, я не уверена, что он полностью ее нарушил, частично, может быть, он что-то рассказал, но все равно вот то, что я и сказала, да, в первой части выступления, что информация дана, а ключи, как говорил Аристотель, да, они не даны. И вот эти вот ключи приходится людям самостоятельно находить, и не все их могут.
Что еще здесь хочется упомянуть? Ну, во-первых, очень много информации, да, то есть поэтому здесь изображена обезьяна в контексте искажения, в контексте высмеивания, да, но здесь, опять же таки, обезьяна как глупость, как обратная, то есть обезьяна то-то в данном случае это обратная сторона ума, то есть обман идет как обратная сторона ума. Здесь что еще, опять же таки, да, помогу, что нету этой информации, помимо колоссального количества энергии. Почему? Потому что маг берет энергию от кетер, да, от первоисточника, поэтому у него много энергии. У него есть воля, у него есть разум, да, мы сказали. Так, что-то еще хотела сказать, убежала мысль сейчас. У него очень подвижный ум. Сандали. Для чего эти сандали? Для передвижения по мирам. Гермес до того момента, как появился Харош, то есть как его там, Харон, да, лодочник, являлся проводником душ в потусторонний мир, да, он был психопубош, не знаю, как по-русски. То есть он брал души и переводил, да, по ту сторону. То есть он как раз-таки ходил на грани. Опять же таки мы видим эту дуальность между сознательным и бессознательным, то есть путешествие по мирам. Что еще мы знаем про Гермеса? Ну вот помимо вот этой вот хитрости, да, с одной стороны, у него был очень подвижный ум, опять-таки то, что я и рассказываю в уроке, он абсолютно у всех почти богов, у 12 известных всем богов Олимпа, что-то украл. И вот здесь вот, опять же таки, да, как я говорю в мифологии, украсть что-то, убить кого-то, это означает взять, обладать, то есть обладать качествами того, кого убили, либо того, у кого что-то украли. И вот в данном случае, да, Меркурий – это подвижный ум, это наш подвижный, так скажем, да, импульсы разум. И когда что-то у кого-то воровалось из богов, то есть перенимались эти качества. Вот что и как в уроке вы это узнаете. Поэтому Гермес, с одной стороны, являлся покровителем торговли, да, мы знаем, что в торговле обязательно кто-то кого-то обманет, есть какая-то хитрость, то есть и одновременно он как сказать, на обеих сторонах, да, и на стороне покупателя, и на стороне продавца, то есть это вот как раз-таки хитрость, это гибкость, это изощренность, это умение использовать свой интеллект. И, конечно, мы говорим про мага, да, что он всегда смотрит свои интересы, у него они на первом плане, и поэтому это иногда рассчитывается как манипуляции, да. Вот, он придерживается всегда своей стороны, своих интересов, своих целей, поэтому, когда в отношении такой человек попадается, да, ну, ясное дело, что если чувства, да какие чувства, ну, личные, конечно же, да, то есть если например, мы смотрим мужчину, да, если у мужчины есть у вас какая-то заинтересованность, вот до тех пор, пока она есть, он будет что-то для вас делать, да, как только пропадут какие-то его интересы, выгоды, если так можно сказать, да, то пропадет к вам интерес. Хорошо ли это плохо, не знаю, в мире дуальности я однозначно никогда не говорю, что вот это вот 100% хорошо, либо 100% плохо. Опять же таки, подвижность ума, вечное движение, да, маг не знает границ, поэтому он использует и управляет вот этими 4 стихиями. Также мага называют миротворцем, либо переговорщиком, да, это вот как раз те качества, которые хорошо проявлены у мага. Опять же таки, почему? Потому что мы помним кадуцей в дальнейшем использовали жрецы, и тогда, когда нужно было передавать какую-то информацию кому-то с одной стороны, а с другой стороны, когда надо было кого-то помирить. Мы помним, да, там две змеи на кадуце изображены, враждующие между собой. Вот, на всякий случай, да. Сейчас. Кадуце крупным планом, да, 2 змеи. Причем тоже интересный такой момент, если вы обратите внимание, да, то кадуцей – это изображение древа жизни. Здесь также, да, вот,
4 пересечения, также есть 4 мира, крылья, да, и, боже мой, шишка, еловая шишка, да, на жезле это корона, да, это кетер, здесь у нас, значит, хокма, здесь бина и так далее, то есть это то же самое изображение древа жизни. Для информации, у меня как раз он изображен на правой руке, вот, на руке дающей. Поэтому вот в контексте миротворцев и переговорщиков, да, то есть здесь символ у меня как раз-таки человека, который передает информацию. И опять же таки, кто такой Меркурий? Это вестник богов, да, он передает информацию, он берет от... Опять же таки в двух мирах, да, от мира божественного направляет в мир земной, либо от света в тьму, либо от сознательного в бессознательное, наоборот, из бессознательного в сознательное. И так далее. Поэтому, что еще, да, ну, мы говорим в своих интересах, да, этот человек заключает всевозможные сделки, вот, причем тоже такой интересный момент, сделки он может заключать, он может им соответствовать, но поскольку у него изощренный такой хитрый ум, да, искажение информации, сегодня мы заключили договор, который сами продумали, вот, а на следующий день мы его будем оспаривать и искать в нем какие-то окошки закона, да, чтобы его нарушить. Вот, и то, и другое приемлемо, да, здесь есть, как это сказать, игра, да, игра, она есть. Кстати, игральные вот эти вот кости, боже мой, игральные кубики в кубике, да, тоже придумал, скажу, Гермес Трисмегист. Также есть такое здесь выражение у мага, да, творец, лишенный совести. Вот, если честно, я эту фразу не поняла, но мне кажется, в ней есть какая-то глубина, она упомянута Кроулем, но я так и не поняла, о чем она. Но, по сути, здесь воля, да, что обозначает этот аркан? Воля, устремленная к результату. Причем результат это получается без насилия, по договоренности, да, используя свою разумность. Теперь, мне кажется, я достаточно рассказала, и вот как раз-таки понимание мифа про Гермеса, оно дает еще больше углубления именно вот в эту символику. Вот то, что я говорю, информация есть, она на виду, все видят глифы, да, но где же эти ключи, которые смогут раскрыть эту информацию. Так, это тот. Теперь давайте мы посмотрим табло Мунзи. Казалось бы, да, нету ничего общего, но на самом деле здесь очень много деталей. Ну, во-первых, сейчас так отодвину. Во-первых, мы видим Вселенную, да, которая рождается, да, через рождение, то есть как корабль назовешь, так он и поплывет, то есть да, когда ты даешь какое-то имя, да, то есть ты способствуешь рождению. Опять же таки, да, мы здесь видим звезды на заднем плане, вот, порождение Вселенной. Ну, ясное дело, что шапка Гермеса, поэтому, ну, крылатая шапка. А наушники, да, что же означает в данном случае? Во-первых, мы видим здесь диджея, да, который сводит, то есть берет информацию, да, ну, в данном случае музыку, и соединяет. Опять-таки, музыка – это рождение Вселенной, это тоже точная, так скажем, наука. Почему точная наука? Потому что Пифагор как раз-таки соединил цифры, вот все вот эти вот... Все эти знания, да, непосредственно с тем, как устроена Вселенная, то есть он доказал, что это математическая музыка и цифры, это все взаимосвязано. Сейчас я просто тороплюсь, я уже вижу, что я 40 минут наговорила, вот, поэтому туда тоже углубляться не совсем стану. Вот, но в этом есть тоже точность. В данном случае, да, мы видим, вот как раз-таки здесь у нас третий глаз, от него идет 3 луча. Да, это опять же таки кетер и вот треугольник, который изображен на древе. И здесь у нас, значит, идет третий глаз. Сейчас подвину. Третий глаз, вы видите, он соединен как раз-таки с диском. Да, то есть это соединение
отсылка идет к кетер, да, и среднему столбу, который соединяется с малкут. То есть там, где, как я уже говорила неоднократно, где дно одного древа является кетер, начало другого. То есть получается, конец одной вселенной, одного создания является началом другого. То есть про это мы тоже говорили. То есть есть непосредственная связь. Да? Это вот у нас символ пентаклей, земли. Чаша кубки, ясное дело, это вода, воздух. Меч здесь изображен. Нам не хватает огня. Вот он, жезл, и на нем как раз кристалл. Кристалл — это как раз проявление божественной искры. Опять же таки тот же самый кадуцей. Видно, да? Так, что еще? Опять же таки солнце. Солнце у нас как разумность, как свет. Причем здесь так интересно, здесь один шнур, а здесь три. Это как раз-таки вот это вот триединство, троица, это соединение двух противоположных сил, которые порождают третью, но только это наверх идет, да, треугольник на древе жизни. То есть, с одной стороны, у нас идет мудрость, это хакма, да, справа, это мужская энергия, если ее так можно обозначить, хотя нету еще здесь нет дуальности, здесь нету 100% разделения на мужское и женское. И бина – это понимание, мудрость и понимание. Да, это женская энергия, противоположности. Вот как раз-таки на соединение, в дальнейшем на древе жизни, да, мы посмотрим соединение бины и хакмы, там это путь, на котором находится верховная императрица, на которой находится императрица, то есть та, которая соединяет две противоположные энергии. Но сейчас не об этом, но вот то, как подсоединено, это очень интересно. Здесь мы видим символ Меркурия. Вот, порождение, да, вселенных благодаря слову. Слово используется в музыке, да, то есть когда ты слушаешь музыку, у тебя рождаются какие-то ассоциации, то есть рождаются какие-то новые миры, либо ты используешь слово для того, чтобы донести какую-то информацию и тем самым способствуешь рождению новых миров. Но и одновременно вот сведение, да, наушники, что делает диджей, он сводит мелодию, да, то есть одну, которую он слушает в наушниках, другую, которую слушают слушатели, да, то есть, ну, люди. И здесь идет как раз-таки искажение, потому что накладывается одна мелодия на другую. Вот в таком контексте, да, здесь идет ну, ложь, обман, если так можно сказать. То есть у нас создается иллюзия того, что человек то, что нам ставит как музыку, да, он это и слышит в своих наушниках, но на самом деле это не так. Поэтому вот эта вот фраза, о которой я вам сказала, которая мне очень понравилась здесь, сейчас, где она? То есть в философских терминах можно выразить эту мысль так: проявленность предполагает иллюзию. То есть когда что-то проявлено, потому что оно уже обрело некую такую форму, то есть что проявлено, то есть то, что мы видим, это уже иллюзорно, потому что оно преломилось, оно, как вам донести, облачилось в некую такую форму. То есть пока этой формы нету, это может быть чем угодно. То есть воздух, он может быть чем угодно, но как только воздух прошел через человека, и человек использует свои там горловые вот эти вот мышцы, да, ткани и так далее, создавая вибрации, да, мы издаем некий такой звук. Звук преображается именно слова, и мы доносим какую-то информацию. То есть мы уже исказили первоначальный, то есть воздух, он был в спокойном состоянии. Как только мы начали использовать свой голосовой вот этот вот инструмент, мы начинаем создавать вибрации, то есть мы уже изменяем его первичную природу, и она порождает что-то
уже новое. То есть здесь в таком контексте идет и искажение. Точно так же, как мы говорим, да, то есть когда человеку много раз говорить о том, что он дурак, он в это поверит. Почему? Потому что до того, как мы ему ничего не сказали, как мы не обрели свое слово форму, да, человек может себя считать кем угодно. То есть ребенок изначально, да, чистый лист, фабула раса. То есть то, что ты на нем напишешь, то, что ты создаешь, по сути, да, частично, опять же таки, не 100%, потому что люди рождаются с характером, со своими наработками из прошлых воплощений и с программами, которые они должны выполнить. Но воспитание, так или иначе, семья, внешняя среда, она очень сильно влияет, да, и оставляет свой отпечаток, ну, то есть накладывает отпечаток. И вот в таком случае идет искажение, потому что первое, что делается, когда, допустим, рождается ребенок, что мы говорим? Мы придаем форму. Поздравляю, у вас родился мальчик, либо поздравляю, у вас родилась девочка. Все, и изначально, да, то есть это был ребенок, да, но как только мы стали обозначать его гендер, да, его пол, мы говорим, что все, у вас мальчик, все, и в этом направлении уже обрелась форма, и в этом направлении человек двигается. Ну, то есть некая такая форма. Либо когда дается имя, да, ребенку, он уже на это имя откликается. Если человека назвать чужим именем, да, то он просто не повернется. То есть форма не соответствует. Вот такую вот информацию хотела сказать. Ну, конечно, второе занятие, оно больше вышло по времени, но пока на этом я остановлюсь, не буду больше ничего говорить. Я имею в виду записывать других роликов. Смотрю, как я уже сказала ранее, на вашу реакцию, насколько вам это интересно, насколько вам это полезно. На самом деле я очень люблю символизмы. И это вот то, что я говорю, я придаю этому смысл. Поэтому, когда я выбираю колоду, для меня важен каждый глиф, который изображен. И когда я вижу новые колоды, я не против них, да, то есть я вообще такой человек лояльный, то есть я все разрешаю до тех пор, пока что-то не запрещается. Поэтому любые нововведения, да, через искусственный интеллект, все приветствуется в моем мире, но я не буду этим пользоваться, потому что я человек, который обращаю внимание на символику. Вот, и поэтому, ну, ясное дело, да, человек, который делает расклады на самопознание, вот, на понимание себя, на понимание каких-то смыслов, для меня это важно, вот эти все символы. Если бы я делала расклады на отношения, ну, наверное, я бы не обращала внимания на это, хотя фиг его знает, я все интерпретирую через себя, через свою базу знаний, поэтому, наверное, и в отношениях я бы тоже как-то проинтерпретировала иначе. И, кстати, вы сейчас обратила внимание, да, вот здесь вот у него на поясе, кстати, у мага тоже есть, у Уэйта, это Ouroboros, да, как некая такая цикличность, некая повторность, да, змея, которая кусает свой хвост, то есть порождение. Здесь, опять же таки, очень глубокий такой смысл. Впервые, если я не ошибаюсь, Гераклит про это сказал, хотя я могу ошибаться. Вот. Почему я его упоминаю? Потому что я сейчас читала, да, в Ордене у нас был целый как раз-таки уровень, посвященный греческим философам, да, где давалась биография и так далее. Вот. Так вот, он как раз-таки говорил о том, что ничего никуда не исчезает бесследно, да, а все просто видоизменяется, да, то есть смерть дает рождение, рождение дает смерть. Кстати, он был первым, кто сказал известную всем нам фразу «2 раза в одну реку войти невозможно». Вот, и вот здесь вот это, то есть там, где есть конец, там и есть начало. И мы видим, что здесь маг, он одет в белый цвет, да, это как раз-таки чистота намерений, о которых идет речь, да, в разумности, то есть мысли нужно держать в чистоте. Вот. За исключением, если не появится эта обезьяна, которая будет высмеивать и ловушки нашего ума, тогда включается, тогда мы входим в заблуждение, да, но это уже, скорее всего, перевернутый маг и перевернутая интерпретация. Все, прощаюсь, иначе я никогда не остановлюсь со своим потоком, поэтому часто мне говорят: передавай информацию, не держи в себе, не держи в себе. Вот. Ну вот я вам и передала. Всем пока-пока.